Официальные данные о заболевших COVID-19 в Кыргызстане не являются показателем всего масштаба трагедии в стране. Нынешний год, а точнее лето, останется в истории страны как большая катастрофа. Эти ощущения разделяют не только те, кто переболел, родственники умерших и эксперты-эпидемиологи, но и простые люди, которых так или иначе коснулись различные ограничения. За несколько месяцев из-за последствий болезни умерло больше людей, чем за весь предыдущий год. Система здравоохранения явно проявила свою слабость и неготовность к таким ситуациям. Если к концу весны в стране было всего зарегистрировано около 1000 случаев заражения и 2 умерших, то по официальным данным к концу лета, после прохождения пика, в момент спада заболевших насчитывалось уже более 37 тысяч, а умерли более 1400 человек. Мы заболели в начале, тогда не было ни волонтеров, ни вот таких коек, да, в столице, которые по районам открыли, таких не было. Потом все больницы были закрыты на карантин, в том числе и наша поликлиника была закрыта. И все наши врачи, дежурные врачи, они все болели тоже сами. То есть в этот момент мы не знали, как, куда обратиться, потому что врачи на тот момент сами не знали, и все болели. О том, как не справляется система здравоохранения в пик заболеваемости, нагляднее всего свидетельствовали случаи, когда пациенты умирали прямо у дверей больниц, не дождавшись медицинской помощи. Это очень сильно впечатлило неравнодушных граждан, что заставило их объединиться вокруг этой проблемы. После этого десятки отзывчивых людей предложили свои помещения. Гостиницы и спортзалы были переоборудованы под дневные и ночные стационары. У нас было очень много запущенных тяжелых случаев. Сейчас уже поток или работа тоже уже наладилась. Лишенные реальной возможности получить помощь в больницах, многие им пытались помочь и организовать сбор лекарственных средств. Так, в одной только группе в социальных сетях собралось более 20 тысяч человек, которые искали и предоставляли всю информацию о наличии препаратов по доступным ценам для тех, кто лечился в домашних условиях. У нас самый близкий родственник заболел, и мы всю ночь искали родственникам лекарства. И именно цефепим и кликсан искали. И в 4 часа ночи брат нашел вот эту цефепим за 1000 сом, по-моему, за 1000, где-то так. А кажется, он стоит в рынке по 140, по 150 сомов вообще. И вот это лекарство помог и вылечил нашего родственника. И вот после этого у меня очнулась. И еще мои девочки, мы девочки, откликнулись, сказали, давайте мы чего со стороны сидим, когда люди нуждаются. Может, соберемся, может, что-то сделаем. Как мы можем так сидеть, когда мы можем? Кыргызстан занял один из самых высоких показателей в мире по числу заражений среди медицинского персонала. На начало августа заразились более 2768 врачей. По официальным данным, с учетом внебольничных случаев пневмонии умерли свыше 70 врачей. Врачей остро не хватало, на помощь были призваны волонтеры из числа старших курсов медицинских вузов, что привело к риску и опасности неквалифицированный персонал. А в ночь на 14 июля в Бишкеке произошла трагедия. Унесшая жизнь 21-летней студентки 5-го курса медицинской академии Адинай Мурзабековой. Она мужественно помогала врачам в разгар пандемии, но позже сама заболела двухсторонней пневмонией. Адинай была очень ярким, позитивным и жизнерадостным человеком. Мы не просто потеряли однокурсницу, а очень близкого нам друга. Когда шел рост числа заболеваний, все понимали, что требуется мобилизация сил, и на помощь пришли волонтеры, неравнодушные активисты, бизнесмены, фактически взяв на себя ответственность и часть функций государства. Было организовано множество инициативных групп, которые самостоятельно собирали средства для приобретения лекарств, средств защиты, кислородных концентраторов. Те, у кого были связи, искали и заказывали за рубежом, организовывая доставку прямо в больницы. Даже привозили еду медикам для так называемой красной зоны тем, кто непосредственно находились на линии фронта, контактирующие и лечащие больных. На меня повлияло одно видео, когда я увидела, как врачи сами толкают скорую машину. Я сидела, плакала, на самом деле, в каком положении мой народ, моя страна. И мне хотелось, что хотя бы что-нибудь от себя сделать, да, по мере возможности сделать что-то приятное. Потом моя бабушка сказала, ведь, наверное, эти врачи тоже, и врачи, и больные, им хотя бы кто-нибудь носит еду. Вообще, как они там сами? И эту идею сразу поддержала моя мама, поддержал мой муж. И мы, после выздоровления
мы приготовили еду и начали заниматься волонтерством и относили врачам и волонтерам еду. Но мы ни с кем не контактировали, то есть мы только снаружи больницы оставляли, а потом, когда мы уходили, там через некоторое время сами врачи или медсестры выходили и забирали. Волонтерские движения Кыргызстана проявили в этой ситуации очень большую активность. Благодаря волонтерам ситуация стабилизировалась. Отдельно стоит отметить помощь, поступавшую из разных стран. Нашего коллектива, от наших жителей огромное спасибо передаем нашим коллегам, медикам из Ингушетии. Ваши подарки, то, что прислали, мы получили. Вам огромное спасибо. Такие минуты вы поддерживаете. Так, что сказать. И желаем вам, самое главное, здоровья. Не болейте. До сих пор официально в Кыргызстане после режимов чрезвычайного положения действует карантинный режим. Границы по-прежнему закрыты. Школьные занятия до конца первой четверти будут идти в онлайн-режиме. Многие предприятия переведены на дистанционную работу. Но основные меры – социальное дистанцирование, ношение масок, гигиена рук – остаются актуальными. Амаль Миранова, Имран Булатов, канал Алиф, Кыргызстан, Бишкек.